Информация, представленная в видео, является правдой. Все эти так называемые теории заговора оказались подлинными. Проект Sunshine. Каждая теория заговора может быть увлекательной игрой, пока она не подтвердится фактами. Один из примеров заговора – проект Sunshine. После взрывов в Хиросиме и Нагасаки, правительство США начало масштабное исследование, чтобы измерить последствия ядерных осадков для человеческого организма. Однако правительство также тайно крало трупы для проведения радиоактивных экспериментов. Ученые начали изучать части мертвых тел, так как им требовались молодые ткани. Для этого они наняли агентов по всему миру, чтобы найти недавно умерших детей, а затем брать образцы их мертвых тел и даже конечностей. Фрагменты трупов были собраны, без уведомления или разрешения более чем 1500 скорбящих семей. Это ужасающая и шокирующая практика, которая продолжалась в тайне от общественности. Проект Sunshine – лишь один из примеров, демонстрирующих, что некоторые теории заговора могут оказаться правдой. В истории существует множество подобных случаев, когда правительства или другие организации скрывали свои действия и проводили незаконные или морально неприемлемые эксперименты над людьми. Эти откровения поднимают вопросы о доверии к правительству и о том, что еще может скрываться за фасадом официальной версии событий. Они также подчеркивают важность независимых исследований и прозрачности в деятельности правительственных органов. Общественность имеет право знать правду и быть информированной о том, что происходит вокруг нее. Первая леди, которая управляла США. Эдит Уилсон, жена президента Вудро Вильсона, считается первой леди, которая фактически управляла США. Инсульт, который постиг Вильсона в конце его президентства, ослабил его способность руководить страной, и Эдит Уилсон вступила в действие, тайно вмешиваясь в государственные дела. Власти решили сохранять спокойствие и не раскрывать публике информацию о состоянии здоровья президента, который страдал от кровоизлияния в мозг в течение нескольких месяцев. В то время как миссис Уилсон утверждала, что она действовала только как проводник президента, историки, изучившие срок полномочий Вильсона, подтверждают, что она фактически исполняла обязанности главы государства на протяжении более года. Эдит Уилсон принимала решения, взаимодействовала с кабинетом министров, подписывала документы и даже проводила важные встречи с иностранными лидерами от имени президента. Эта ситуация вызывает интерес в истории американской политики, в то время как Конституция США не предусматривает формальной роли первой леди. Ее влияние на государственные дела было значительным и оказало влияние на многие аспекты администрации Вильсона. Огромная зарплата Далай-ламы. Далай-лама, выдающаяся духовная фигура Тибета, часто улыбается на фотографиях, вызывая интерес и вопросы у многих людей. Недавно раскрытая информация о его зарплате в 1960-х годах может дать нам некоторое объяснение этой загадочной улыбки. Согласно разведывательным документам, которые стали известны публике, Далай-лама получил огромную сумму – $180 тысяч от правительства США. Оказалось, что эта щедрая выплата была связана с финансированием ЦРУ тибетского сопротивления, которое стремилось противостоять стремительному развитию Китая и его инфраструктуры. Целью было сохранить независимость и культурное наследие Тибета, а также предотвратить влияние коммунистического режима. Далай-лама, будучи выдающимся духовным лидером, принял предложение США о сотрудничестве и взял на себя ответственность за руководство сопротивлением. В течение нескольких лет он активно работал, используя полученные средства для поддержки беженцев, финансирования деятельности сопротивления и сохранения тибетской культуры. Эта информация вызвала некоторые споры и дискуссии, так как многие неожиданно узнали о такой значительной сумме, выплаченной Далай-ламе. Однако, стоит отметить, что эти деньги были направлены на поддержку борьбы за свободу и сохранение культурного наследия народа Тибета. Джон Леннон находился под наблюдением правительства США. Бывший участник группы The Beatles Джон Леннон был под наблюдением правительства США, а именно ФБР, что является фактом. Как и многие другие представители контркультуры, Леннон воспринимался как угроза для Соединенных Штатов.
Его антивоенные песни не приветствовались в администрации президента Ричарда Никсона. Об этом сообщала NPR в 2010 году. В 1971 году ФБР начала следить за Ленноном, а через год служба иммиграции и натурализации попыталась его депортировать из страны. Поддельное сражение или настоящая война? Инцидент в заливе Тонкин, произошедший 2 августа 1964 года, был полностью вымышлен. Его целью было спровоцировать американскую поддержку войны во Вьетнаме. К моменту, когда эта новость дошла до американского народа, факты, связанные с нападением вьетнамских коммунистических войск на американский военный корабль USS Maddox, были уже довольно размытыми. Разведывательные документы, которые впоследствии были рассекречены, показали, что Maddox поддерживал южных вьетнамцев в их нападении на близлежащий остров, а ответ северных вьетнамцев был соответствующим. Этот инцидент стал поводом для прямого военного вмешательства американских военных во Вьетнаме. Компания Big Tobacco знала о том, что сигареты способны вызвать рак. Табачные компании на протяжении многих лет убеждали нас в том, что курение не является смертельным для человека. Но только в начале 1950-х годов научные исследования наконец-то представили неопровержимую статистическую связь между курением и возникновением рака легких. Однако лишь к концу 1990-х годов Филипп Моррис был вынужден признать, что табачные изделия действительно могут стать причиной онкологических заболеваний. Канада пыталась разработать аппарат Гейдар. Проект Гейдар действительно существовал в Канаде в 1960-х годах. Однако стоит отметить, что название Гейдар не является официальным. Этот проект часто называют Fruit Machine, фруктовый аппарат, из-за использования изображений фруктов в тестах. В рамках этого проекта, канадское правительство попыталось проанализировать и идентифицировать гомосексуальных или бисексуальных людей среди государственных служащих. Это было частью более широкой кампании по очищению публичной службы от людей, чья сексуальная ориентация считалась несовместимой с их представлением о нормальной жизни. Однако данный проект вызвал критику и осуждение как внутри страны, так и за ее пределами. Многие считали его несправедливым, дискриминационным и нарушающим права человека. В результате этот проект был прекращен, и его методы признаны неэффективными и неэтичными. Канадское правительство извинилось перед пострадавшими и впоследствии предприняло шаги для защиты прав ЛГБТ-сообщества. Сегодня это прошлое остается темным пятном в истории Канады. Некачественный алкоголь. В период сухого закона в США, который длился с 1920 по 1933 годы, правительство предпринимало меры для ограничения потребления алкоголя. Существует мнение, что власти специально отравляли алкоголь, чтобы отучить людей от его употребления. Однако, на самом деле, производители промышленного алкоголя уже долгое время до введения запрета добавляли опасные химикаты в свою продукцию. В период запрета федеральное правительство стимулировало производителей использовать еще более опасные яды, чтобы затруднить процесс изготовления самогонного спирта у бутлегеров. Они надеялись, что это поможет уменьшить потребление алкоголя. Однако эти меры не остановили бутлегеров или их клиентов. В результате, к концу запрета более 10 тысяч американцев стали жертвами грязных алкогольных напитков. Это произошло из-за неконтролируемого использования опасных химических веществ в алкоголе, которые могли вызывать серьезное отравление и даже смерть. Эпоха сухого закона в США оказалась неэффективной в достижении своих целей. Вместо снижения потребления алкоголя, запрет способствовал развитию подпольного рынка алкоголя и усилению преступности. Бутлегеры нашли способы обхода запрета, такие как контрабанда алкоголя или изготовление самогонного спирта в незаконных условиях. В результате запрета алкоголя многие люди стали пить некачественный и опасный алкоголь, что привело к серьезным последствиям для здоровья и жизни. Правительство пыталось контролировать ситуацию, но их действия только усугубили проблему. В итоге, сухой закон был отменен в 1933 году,
так как его негативные последствия превышали ожидаемую пользу. Этот период в истории США стал уроком о том, что запрет алкоголя не является эффективным способом борьбы с проблемой алкоголизма, а может привести к серьезным социальным и медицинским проблемам. В США имеются свидетельства о существовании инопланетян. Инцидент произошел в Розуэле, Рассвелл, в Нью-Мексико, летом 1947 года и связан с якобы крушением неопознанного летающего объекта, НЛО. Действительно, этот инцидент привлек широкое внимание общественности и стал объектом многочисленных споров и теорий заговора. Официальная версия США, представленная в 1990-х годах, утверждает, что объект, обнаруженный в Розуэле, был частью секретной программы под названием «Могул». Эта программа была разработана для отслеживания звуковых волн в атмосфере, связанных с ядерными испытаниями. Метеозонды, состоящие из воздушных шаров, и аппаратуры для измерения звуковых волн, использовались в этой программе. Однако существуют альтернативные версии событий. Некоторые утверждают, что объект, обнаруженный в Розуэле, был фактически НЛО, и правительство засекретило эту информацию. Сторонники этой теории указывают на недоразумения в официальных объяснениях и на свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели нечто необычное. Розуэльский инцидент стал символом для многих людей, интересующихся явлениями НЛО, и остается одним из самых известных случаев в истории исследования НЛО.